Сегодня у нас в планах невероятно насыщенный день. Сначала полет на парашюте, а после нас ждет настоящая жемчужина – парк Нок Нуть, один из самых известных в Таиланде. Мы покормим хищную рыбу арапайму, побываем в парке Версаль, заглянем в автомобильный музей и прогуляемся по аллее динозавров. И вечером нас ждет ужин с ярким представлением леди-боев. Всем привет, вы на канале Валентина в Корее. Вот этот спать не дает с 6 утра здесь со своей штучкой вот этой. Кстати, для тех, кто немного запутался или впервые на нашем канале, почему между видео о Паттайе вдруг появляются влоги из Кореи? Все просто, в Таиланд мы летали месяц назад, и кадров отсняли очень много. Но времени на монтаж катастрофически не хватает, поэтому все выходит вперемешку. Надеемся, вы нам это простите, главное, что впечатления живые и искренние. Уже послезавтра домой. Чуть-чуть осталось, 2 дня осталось. Решили сходить в 7-Eleven, это уже наша утренняя традиция, а заодно обменять немного наличных. Есть одна особенность, которую сложно не заметить в Паттайе. Очень много пожилых европейцев, причем чаще всего в компании молодых тайских девушек. Это не редкость, а скорее местная норма. Кто-то приезжает сюда на зимовку, кто-то остается на пенсии, а кто-то начинает жизнь с чистого листа. Таиланд предлагает им то, чего часто не хватает дома. Теплый климат, дешевая аренда, внимание и, возможно, ощущение нужности. А для многих тайских девушек это возможность стабильности и даже поддержки всей семьи. В этом есть и романтика, и прагматизм. Забавно, но курс доллара за каких-то 15 минут умудрился подрасти. Прошли мимо пары обменников, пригляделись, вроде невыгодно. Стали возвращаться обратно, а он уже выше. Живой рынок, ничего не скажешь. Поменяли деньги, и тут брат предложил, а может полетаем на парашюте? Мы с Александром сначала отнекивались, типа не сегодня. А вот Маша сразу согласилась. Так и решили, они летят, а мы сопровождаем. Стоимость одного полета 800 бат с человека. Весь полет длится не более 5 минут. Говорят, если один раз попробуешь, потом захочешь еще. Аж торкает. Кисленько. Маракуя сок. Заказали полет на парашюте. Ждем катер, когда приедет. Мы на катере вот таком поедем. Я думаю, вот на таком поедем. Нормально качает. Качает. Собираю.
Чисто. На самом плоту Александр поменял решение и решил лететь. А я так и не решилась, ну, может, в следующий раз. Чаги, а тебе точно это не страшно? Я боюсь. Я хочу, но я боюсь. Кстати, А у тебя в карманах паспорт? все на замке. Точно закрытые замки, открытые? Нет, нет. Не, у меня сердце остановится. Александр, поделитесь впечатлениями. На чем страшнее? Классно, да? Но иногда он так притормаживает, и когда он начинает вниз опускаться, думаешь, блин, газуй, Особенно вот здесь, вот Да, на на повороте. Ну, здесь опять не. Вышли в 7-Eleven за румян. Мы с утра хорошо в 7-Eleven сходили, у меня уже 4000 шагов. До подъезда, до бассейна. После такого адреналина вернулись в отель и решили заглянуть в бар. При заселении нам выдали купоны от отеля на бесплатный презент. Ну как же не воспользоваться, интересно же. Приятный бонус. Так, это охлаждающий напиток какой-то, да? Да, мы не помним. 85-31. Вот это на. Ой, там есть люди внутри. За нами приехал минивэн, все по графику.
По плану мы должны были заехать в аптеку народной медицины, но гид сказал, что не успеваем. Кто виноват, непонятно. Но ничего, времени терять не будем, ведь впереди самое интересное. Пока будем ехать, гид кратко расскажет, что нас ждет. Нашего гида звать Василий. Очень интересно, грамотно все рассказывает, знает свою работу. Так, давайте краткую информацию о своем парке, куда мы с вами едем, с кем познакомимся, что сегодня увидим. У нас вечерний ночью, у нас будет 3 шоу. Первое. Начнем с того, что парк Нонглуч был основан в 1954 году. Изначально основательница парка мадам Нонглуч очень много путешествовала, проехала практически все страны, посетила все континенты, посетила Францию, Версаль. Ей настолько понравился французский сад, что она захотела здесь воссоздать миниатюрную копию, чтобы тайские граждане могли прийти и полюбоваться красотой. Выпили работу к открытию парка шли 26 лет. То есть 54 год купили землю, 26 лет возили камушки, высаживали пальмы. Парк открылся для посещения в 1980 году. Сейчас парк управляет мистер Гампон. Это сын мадам Нонглуч. Ему 66-69 лет, проживает на территории парка. Сам все контролирует. Мы сейчас с вами приедем в парк, пройдем в автомобильный гараж. Мистер Гампон бывший автогонщик, поэтому в парке огромная коллекция автомобилей. Посмотрим их одну часть, а далее пойдем с вами кататься на слонах. Все катаются. Далее покатались. Мы с вами потом садимся в открытый автобус, поедем к орхидеям. Там погуляем, пофотографируемся, посмотрим рыбу Арапайма, сад горшков. Опять садимся в автобус, едем с вами по обзорной экскурсии по парку. Покатаемся, посмотрим закрытую часть. Приедем к динозаврам. А там ходим, гуляем, наслаждаемся динозаврами. В парке огромное количество динозавров, больше 2000 штук. Все настоящие, все практически живые, настоящие величину. Посмотрели их в свободное время, садимся опять в автобус и едем на шоу. У нас сегодня в программе будет 3 шоу. Первое шоу тайское, где красивый козел поэтому все выступает, садимся по местам, билетики будут у каждого, наблюдаем, любуемся шоу. Далее идем на шоу слонов, одно из самых лучших в мире. Классно. Да, посмотрим его. Свободная рассадка, садимся повыше, чтобы было хорошо видно. А оттуда уже, соответственно, выходим и идем с вами в небесный сад, Sky Garden. Данную экспозицию мистер Гампон посвятил своей маме, мадам Нонглуч. Погуляем по мирам, даже на 2-й этаж. Потом свободное время будет. Я на всех локациях вам буду еще все просто рассказывать, чтобы вы понимали. Сейчас просто именно наш маршрут рассказываю. Далее с вами пойдем по аллее пальм. Там прогуляемся, огромное количество пальм. Едете смело в французский сад, одно из самых красивых мест в парке. Пофотографируемся. Пойдем в автомобильный гараж номер 2. Там у мистера Гампона еще автомобили есть. Бошки находятся, живые, все спики, и пойдем. Их можно покормить во дворе. Далее идем с вами в итальянский сад, сад камней. Гуляем, наслаждаемся красотой, поднимаемся в шаговую площадку и идем на ужин. Сегодня еще все ужин программу. Там у нас будет во время ужина еще представление леди-боев. Смотрим, наслаждаемся. Время выезда из парка у нас будет примерно около 16 часов 45 минут. Так, как раз погуляем, все посмотрим. Кстати, цены на билеты в парк Нонглуч не фиксированные. Все зависит от того, что включено. Можно просто взять входной, будет дешевле, но без трансфера, шоу и ужина. Наша экскурсия стоила 1900 бат на взрослого, и в него входил трансфер от отеля, билет в парк, посещение шоу и ужин с представлением. Если планируете поездку, посмотрите заранее, что вам интереснее. Так, все получилось. Так, у вас все 9 человек. Первым делом идем в автомобильный музей мистера Гампона. По словам гида, все эти машины на ходу, их не просто хранят, их используют в кино. Настоящие легенды на колесах. Дальше по программе прогулка на слонах. Мы понимаем, что отношение к этому у всех разное. Нам самим очень жаль этих животных, и мы долго думали, стоит садиться на них или нет. Важно понимать, в Таиланде слоны – часть культуры и истории, и многие из них выращены в неволе с детства.
Мы не поощряем жестокость и надеемся, с каждым годом условия их содержания будут только улучшаться. Наша же цель – показать, а не прославлять. Готов? Mantap bu. Okey. Paculu. Ёкарный бабай. Ёкарный бабай. На чай дай сразу, говорит. Сколько на чай дают? Nim Lampun. Lampun. How old? 20. 20. Ой, это кто вот это растет? Не знаю, это рецепт. Банан. Манго. Ой, страшно. Давай. ผีเงี้ยวมันรวมอยู่หม่องนี้เด้ Thank you. Thank you. ผีเงี้ยวมันรวมอยู่ Как вы бачите, опускаем, но не до конца. Пришли покормить хищную рыбу арапайму. Корм «Маленькая рыбка» стоит 20 бат. Арапайма – это настоящая речная древность, рыба из Амазонки. Может вырастать до 2-3 метров и весить более 100 килограмм. Какая она большая. Ты дала удочку? Смотри. Лев. На, Саша. Саша, на, иди рыба. Смотри. Ну, хай съем. Окуните дальше. Ага. Мимо. Самый большой, который, блядь. Он прицелился. Сорвалась. Smile. Yeah, close your hand. Close. Самое что интересное, автомобиль обслуживают не тайцы, а 2 гражданина Великобритании. Средняя зарплата у них около 5000 бат в день. Первая новая экспозиция, то, что появился число позже, это как раз таки именно Будда разной интерпретации, где он Будда стоящий, Будда золотой, Будда мира, Будда белый. С левой стороны у нас находится опять-таки различные скульптуры животных и искусство бонсай, то есть ограниченная корневая система. Растения больше не растут никуда, они усилены в длину. Сейчас у нас с правой стороны очень интересная локация, это как раз таки Стоунхендж, миниатюрная копия. Сейчас увидим ее. Так, ребят, смотрите, с правой стороны у нас есть такие необычные животные, бело-черные. Кто это? Кто-нибудь знает, нет? Капибара. Тапир. Нет, это тапирчик называется, но это немножко другой. Сейчас с правой стороны миниатюрная копия Стоунхенджа, чудо света, которое находится в 120 километрах от Лондона. Здесь самое интересное, это в центре камень, который стоит высокий самый такой, и на нем золотыми буквами высечено послание
Мадам, вот сейчас видите, как раз видно послание вот на камушке. Послание, там все написано следующее, что мадам очень нужна тверда тем, кто создавал такой парк, чтобы он стал известен не только на территории Таиланда, но и по всему миру. Вот он как раз таки. Мы с вами сверху там погуляем после шоу по той части. С левой стороны сейшельская пальма находится в клеточке, видите, вот с левой стороны. На территории парка таких пальм 12. Вот еще одна с правой стороны. Воды уже потихонечку нагревают. Средний период жизни этой пальмы 700-800 лет. Плодоносить начинает к 100 годам. Средний период созревания плода примерно 7-10 лет. По весу 20-23 килограмма, по стоимости около $300 за килограмм. Не дешевое удовольствие. С левой стороны находятся пальмочки, которые только начали цвести. Вот они, сейшельские пальмы, ребята. Видите, петли все находятся. То есть вот лежит, и из него созревает, соответственно, растение. Это еще только начинающие. Лет 70-80 начнут плодоносить. С правой стороны сейчас дерево у нас, как называется, знаете? Боабаб. Боабаб он называется. Средняя продолжительность жизни более 3000 лет, ребята, боабаб. Ну и начинается аллея динозавров. Сейчас их будет огромное количество. Везде есть надписи на тайском языке и на английском. Все динозавры сделаны на натуральную величину. То есть как были обнаружены в природе, так воссозданы здесь. Сейчас мы приедем на аллею динозавров, и там большие динозавры мистеру Кампону по стоимости обошли больше 1 миллиона бат. Не дешевое удовольствие. Так, цифра 8 сделана. Это как раз таки тайское счастливое число. Камушки, ребята, приняли со всей территории Таиланда. Как раз таки, напомню вам, 54 год купили землю, 26 лет подвозили камушки, высаживали пальмы. Парк открылся в 1980 году. В этом году, в начале лета, парк будет отмечать 45-летие со дня открытия. Запланированы грандиозные мероприятия. Ну что ж, добро пожаловать на аллею динозавров. Это место словно портал в доисторическую эпоху. Вокруг десятки гигантских фигур, и все это на фоне пальм и тропических растений. Каждая модель выполнена с поразительной детализацией, некоторые настолько реалистичные. Is the dance for worship with beautiful movement. Посмотрели тайское шоу, следом шоу со слонами. Это еще один из главных пунктов программы. До и после шоу можно сфотографироваться со слонами за отдельную плату. Цена зависит от того, сколько человек и какое фото. Слоны танцуют, рисуют, играют в футбол и даже делают массаж. Публика просто в восторге. Это настоящая зеленая галерея. Сверху свисают длинные лианы, орхидеи, папоротники. Перед нами открывается сад в европейском стиле, будто Версаль, только в самом сердце Таиланда. Идеально ровные аллеи, кусты, выстриженные под миллиметр, зеленые лабиринты, миниатюрные золотые пагоды, и все это среди пальм и тропиков. Место очень фотогеничное и необычное. Рядом имеется небольшой колокол. Гид подсказал интересную деталь. В этом месте можно загадать желание и постучать по колоколу. Мы, конечно, не упустили шанс. Кто знает, может и правда сработает. Вот так и разносится над парком колокольный звон, извещающий о появлении очередного мечтателя. А вот и знаменитая сейшельская пальма. Второй гараж на территории мистера Кампона.
Оказывается, он бывший автогонщик и теперь коллекционирует ретро-машины. Но внимание наше отвлекли кошки. Они находятся прямо в гараже, странные, вялые, будто под гипнозом. У нас тоже есть кот, и мы сразу почувствовали, что с ними что-то не так. Или жара, или действительно чем-то напичканы. Загадка. Идем дальше и видим целую аллею скульптур с годами рождения. Очень необычно. Ищешь свой год как в квесте. А вы, кстати, видите свой? Место фотогеничное и немного мистическое, как будто каждый год несет в себе какую-то особую энергию. Пришли на ужин, шведский стол, выбор приличный. Кстати, по поводу еды в Таиланде хочется развеять миф. Нам говорили, что есть будет невозможно. Но на деле вполне съедобно, где-то местами вкусно. Вот на Филиппинах, когда мы были в 2020 году, вот там, да, нам было сложно. Все приходилось заменять европейской едой. Но, наверное, это приходит с опытом. Начинаешь адаптироваться и находить свое даже в самом экзотическом меню. Жареные блюда с рыбой. Это рыба. Один. Все по чуть-чуть, по один. Жареные кисло-сладкие блюда. Мы набираем сразу 2 тарелки. Один. Картошка, наверное, это, да? Свинина, соус. А это курица. Чуть-чуть ты там набрала? Сейчас пока дойду, Да, но что-то только я не буду. приправа есть своя. Свинина сингара. Я не буду. Это не себя. Это что, прочитай? Это свинина с соусом барбекю. Нормально. Ой, что-то это. Это я дальше не буду. Это я тоже не буду. Да, том-ям. Давай. Аккуратно, не разбейте. Напоминает Вьетнам. Тоже вот так нас привели обедать, да? Ребята, все, всем хорошо, до свидания. Тайка на макашнице заглохла и не может завести мопед. Атмосфера абсолютно живая. Вот она, настоящая таиландская повседневность, без глянца. Вернулись в отель, немного перевели дух и решили пройтись по вечернему рынку.
Тут нас привлек тайский энергетик. Говорят, именно в Таиланде впервые придумали этот напиток, который позже адаптировали в Европе. Некоторые считают, что энергетики с красной крышкой больше популярны среди местных рабочих, кто работает по 12-14 часов в день. А синие чаще берут туристы и молодежь. Но, честно сказать, мы особой разницы не почувствовали. После рынка все пошли на массаж, потом ночные приключения, а мы, как самые культурные и уставшие туристы, выбрали режим отдыха и пошли спать. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний влог. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Нам это очень важно. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока. До часу работает, короче, этот рынок. Все. Вообще вкуснотища здесь. Вкусно готовит.